же самое я делаю с соседним проемом, только уже с другой стороны. Да, то есть я навожу на этот угол, показываю направление налево, пишу 1020, Enter. Наверх перпендикуляр, левая кнопка мыши и Enter. Выделяю нашу линию и навожу курсор на первую вершину или точку, удалить вершину. То же самое полилиния. Либо вы можете, знаете как, еще есть один способ. Мы выделяем линию, нажимаем команду копировать. От нижней точки, мы кликаем на линию нижней точки и в сторону показываем курсор и пишем с вами 830, Enter, Escape. Опять выделяем вот нашу новую линию, копировать. Выбираем линию, указываем направление 1160, Enter. Вот эту линию можно удалить, потому что нам она не нужна. Теперь мы должны с вами отрезать вот эти горизонтальные линии именно в окнах. Для этого мы берем ножницы и наводим курсор на линии, которые нам нужно отрезать. Для подтверждения нажимаем левой кнопкой мыши. Потом в конце нажимаем Enter. Обратите внимание, у нас вырезались оконные проемы. Так, и то же самое нам нужно сделать с дверным проемом. Берем полилинию, из нижнего угла наверх мы показываем 480 у меня здесь. Нажимаем Enter и строим перпендикуляр. Escape. И точно так же мы можем выделить наш перпендикуляр, удалить вершину, нажать на команду «Копировать». И показать направление наверх и нажать 900, Enter. Мы помним, да, что при копировании мы выделяем объект, нажимаем «Копировать», и за любой из углов этого объекта мы будем копировать. То есть мы нажимаем левую кнопку мыши либо сюда, либо сюда, либо в середину, неважно. Нажав, мы указываем направление, в моем случае это вверх, вводим на клавиатуре цифру, нажимаем Enter и получаем вторую горизонтальную линию. Теперь мы берем команду «Обрезать» и обрезаем нажатием левой кнопкой мыши один раз ненужные линии. После нажимаем Escape. Можем сохранить. Теперь мы выделяем с вами весь наш объект. Я напоминаю, чтобы выделить в автокаде, нужно относительно выделенного объекта встать в правый нижний угол, вот допустим сюда, левую кнопку мыши один раз нажать, чуть-чуть сдвинуть мышку, и у нас начнет рисоваться зеленый квадрат с пунктирными границами. И вот в эту зеленую область мы должны полностью вписать тот объект, который хотим выделить. В моем случае это внешние стены. Обратите внимание, вот как делаю я. И когда объект полностью выделился, то есть не должно быть вот так, он должен полностью войти в зеленую область.
мы нажимаем левую кнопку мыши. Как правило, это два противоположных угла. То есть вот этот угол и противоположный ему верхний левый угол. Нажимаем левую кнопку мыши. Весь объект у нас выделился. Раскрываем вкладку редактирования и ищем команду соединить. Вот она. Нажимаем соединить. У меня пропали внешние стены, в этом нет ничего страшного. Мы просто выделяем наш, он не пропал, он, вот видите, просто за лист ушел. Видимость наших внешних стен пропала. Для этого мы выделяем наш файл с обмерным чертежом, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем порядок прорисовки на задний план. Если у нас это не срабатывает, соответственно, нам опять нужно выделить наши стены, нажать правую кнопку мыши, порядок прорисовки на передний план. То есть от обратного идем, либо так, либо так. Если я нажму сейчас на стены, обратите внимание, они соединились. То есть видите, теперь это единая линия. Для этого мы его и соединили. Нажимаем на дискету и сохраняемся. В следующем видеоуроке